Битва за Нью-Йорк, Трамп снимает санкции и как Беларусь угнала самолет. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самое важное и интересные новости. Курская операция спутала планы Кремля. Уже месяц часть территории РФ остается оккупированной. Рамштайн с президентом Украины и раскрытые планы Путина. Он собирался начать новое наступление на наш город Сумы, и мы изменили игру и переносим войну на территорию России. Первая реакция Международного уголовного суда на пренебрежение ордером на арест Монголией. Переговорный процесс на уровне суда ведется. Судьи могут дать свои рекомендации на случай, если будет выявлено отсутствие сотрудничества. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии и не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Азов освобождает Нью-Йорк. Бойцы 12-й бригады спецназначения Азов ведут бой в селе Нью-Йорк в Донецкой области. До этого оккупанты заявляли, что взяли его полностью под контроль, но в Азове называют это манипуляцией. Также удалось вывести из окружения бойцов других подразделений. Часть Нью-Йорка теперь взята под контроль украинскими силами обороны. Об этом мы поговорили с экспертом. Есть автодорога, которая называется Мирноград-Краматорск. За Краматорском следующий город – это Константиновка, а за Константиновкой Часов Яр. Часов Яр – это украинский форпост. Россияне не могут его взять, они бьются головой об него с момента, когда они оккупировали Бахмут. Город весь уже снесен, тобто там нет, я думаю, ни единого уцелевшего дома. И враг не может его взять. Они пробовали обходить с флангов. И сейчас они пошли по пути, они пытаются перерезать дорогу Мирноград-Краматорск, по которой идет все снабжение на Часов Яр. Ну не все, но думаю, 80% идет снабжение. Они уже один раз близко подошли к этой дороге возле села Воздвиженка. По словам главнокомандующего ЗСУ Сырского, который дал хорошее очень интервью CNN, он говорит о том, что сейчас, за последнюю неделю, нет никакого просувания, остановили наступление россиян, и россияне не наступают на Покровском направлении. Я не вижу никакого продвижения россиян на этом направлении. И все выглядает так, что наступление россиян на этом направлении остановлено. Количество пострадавших в Павлограде тем временем растет. В Днепропетровской администрации говорят уже о более чем 40 раненых, из них 3 детей. Все это после российского обстрела жилого района города. Дональд Трамп заявляет, что в случае своей победы снимет санкции с РФ и Ирана. Не первое резонансное заявление 45-го президента США. До этого он отреагировал на слова Путина о поддержке на предстоящих выборах Джо Байдена и Камалы Харрис, которую Путин аргументировал именно тем, что во время того, как Трамп был президентом, было введено наибольшее количество санкций против России. Проблема в том, что мы имеем дело с санкциями. Я был инициатором санкций, но я вводил их и снимал как можно быстрее, потому что в конечном итоге это убивает наш доллар и убивает все, что доллар представляет. А мы должны продолжать делать его мировой валютой. Я думаю, что это важно. Я думаю, что если мы проиграем эту войну, если мы потеряем доллар как мировую валюту, то это будет равносильно проигрышу в войне, которая превратит нас в страну третьего мира. Мы не можем позволить этому случиться. Поэтому я бы использовал мощные санкции против стран, которые этого заслуживают. А потом я бы их снимал, потому что, смотрите, вы теряете Иран, вы теряете Россию, Китай пытается сделать свою валюту доминирующей, и вы знаете это лучше, чем кто-либо другой. Поэтому я хочу использовать санкции как можно реже. Одна из причин, влияющих на ситуацию с тарифами, заключается в этом. Украинские мужчины призывного возраста бегут из страны не только в Европу. Некоторые отчаянные пытаются прорваться даже в Беларусь, пишет украинская погранслужба в своем телеграм. Говорят, что не только не дали незаконно пересечь границу группе людей, но и уберегли их от подрывов на минах. Группа мужчин планировала незаконно пересечь линию государственной границы с Республикой Беларусь по заминированной местности. Польша заявляет про угон самолета белорусскими силовиками. Польская прокуратура подаст в розыск белорусских офицеров.
За угон самолета в 2021 году. Тогда на борту было 126 пассажиров. Среди них был оппозиционер Роман Протасевич. Прокуратуре помог секретный информатор-авиадиспетчер из Минска, который бежал в Польшу с ценными доказательствами. Об этом пишет польское издание «Wyborcza», которое первое узнало о выводах польских следователей. Прежде всего, о показаниях авиадиспетчера, который сыграл ключевую роль в операции. По словам источника, он следовал прямым указаниям от КГБ. Все указания, переданные экипажу, контролировались спецслужбами Беларуси. План был прост – убедить экипаж, что на борту есть бомба, и убедить совершить посадку в Беларуси, а затем арестовать и судить несогласных с режимом, пишет издание. А президент Украины приехал на заседание контактной группы в формате «Рамштайн». Радио «Свобода» пишет, что речь будет идти про усиление противовоздушной обороны. Владимир Зеленский уже заявил, что Путин планировал атаку на Сумы, которую удалось предотвратить. И сейчас враг обстреливает этот регион, который в том числе нуждается в усилении противовоздушной обороны. Сегодня ровно месяц с начала нашей операции в Курской области России. Это приграничье, с которого Путин собирается расширять войну на украинскую территорию. Он собирался начать новое наступление на наш город Сумы. И мы изменили игру и переносим войну на территорию России благодаря нашему контрнаступлению. Президент Украины также отметил, что россияне потеряли в Курской области около 6 тысяч человек убитыми и ранеными. А новый министр обороны Великобритании говорит, что курское наступление Украины поставило Кремль в тупик. И поддержка Украины остается для него главным приоритетом. 10 мая они начали операцию наступления на Харьков и успешно загрузили. Они прошли 5 километров, и в районном центре Волчанск они до сих пор и находятся с 10 мая. Положили неимоверное количество своих солдат, то есть речь идет про десятки тысяч потерь, которые они там несут. Туда завели 3-ю штурмовую бригаду украинскую, которая уже там контратакует и отбрасывает российских фашистов туда за границу. Ну, еще не отбросили, но уже начинают этот процесс. И вопрос времени стоял так, когда россияне начнут наступление на город Сумы. Город Глухов, очень древний город, которому там больше 1000 лет, его будут эвакуировать. 32 тысячи населения будут эвакуировать, которые, к сожалению, находятся в 10 километрах от российской границы, в 11. И россияне постоянно его обстреливают из всего, чего только можно. Из минометов, ствольной артиллерии, реактивной артиллерии. И вместе с ним там все. Мы захватили большое количество пленных. Эти пленные в основном срочники, то есть это люди 18-20 лет. Они качественно отличаются от типичного пленного, которого берет Украина. Типичный пленный, который нам попадается в руки, это низы общества. А тех, которых берут в Курске, это люди 18-20 лет, у которых есть родственники, у которых есть мамы, папы, которые будут ходить, оббивать все пороги и требовать обмена на наших пленных. У нас, по словам омбудсмена украинского, у нас 4200 только подтвержденных пленных, которые находятся в плену. Это люди цивильные, гражданские, это защитники Мариуполя, которые находятся в плену с 22 года. То есть нам есть кого менять. То есть буферная зона, пленные, большой, очень большой эффект пропагандистский. Ну, а я напомню, что сегодня ровно месяц от начала Курской операции украинских вооруженных сил. В Международном уголовном суде отреагировали на поездку Путина в Монголию. Говорят, придется объяснять, почему не выполнили предписание ордера суда и не арестовали российского диктатора. Переговорный процесс на уровне суда ведется. Судьи могут дать свои рекомендации на случай, если будет выявлено отсутствие сотрудничества. Но я не хочу ничего предсказывать, потому что сейчас этот вопрос решается между судьями и правительством Монголии. Напомню, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой в марте 2023 года. Перед визитом Путина в Монголию в медиа опубликовали информацию со ссылкой на собственные источники о том, что гарантии безопасности якобы дал
китайский лидер Си Цзиньпинь. В ответ на скепсис в отношении вероятности ареста Путина, прокурор напомнил об аресте бывшего президента Республики Сербской Радована Караджича, бывшего начальника штаба войска Республики Сербской Радка Младича и экс-президента Республики Югославия Слободана Милошевича. Есть примеры, которые показывают, что если кто-то делает, что заблагорассудится, пользуясь властью, неограниченной высшей ответственностью, его пространство для маневра сужается, говорит прокурор. Датские ученые нашли связь между загрязнением воздуха, дорожным шумом и риском бесплодия. Принимали участие в исследовании более 900 тысяч участников. Оно показало, что загрязнение воздуха повышает риск мужского бесплодия на 44%, а дорожный шум увеличивает риск женского бесплодия у женщин старше 35 на 13%. Принимали участие в исследовании датчане возрастом 30-45 лет и использовались передовые модели для анализа факторов окружающей среды. Мы ожидаем, что частицы могут попасть в организм и оказать прямое токсическое воздействие на мужчин. Теперь мы можем начать применять меры, чтобы предотвратить это. Мы делаем многое, чтобы уменьшить загрязнение частицами, содержащимися в выхлопах автомобилей с ДВС. И есть также много способов уменьшить шумовое загрязнение. Мне остается добавить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам снимать новые видео. Мы призываем вас не останавливаться на достигнутом и развиваться вместе с нами. Если вы находитесь в Беларуси или в России, мы разработали целую инструкцию, как пользоваться VPN и как нас можно безопасно смотреть. Она в первом комментарии. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо». У меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.